Проблема статуса Британии в составе Европейского Союза давно занимает ведущее место, наверное, в политической жизни Великобритании в первую очередь. И это также беспокоит Брюссель. Почему? Потому что все-таки экономика Европейского Союза, на мой взгляд, базируется на трех китах. Это, в первую очередь, безусловно, экономика Германии, экономика Франции и экономика Великобритании. Поэтому, если действительно получится так, если британцы на референдуме проголосуют за выход из состава Европейского Союза, то экономически Европейский Союз понесет серьезные потери. Что же может произойти? Я недавно общался, тоже в режиме такого видеоинтернета, с коллегами из Швейцарии, и в частности они сказали, что в принципе у Британии есть возможность взаимодействовать в случае выхода. Мы обсуждали этот аспект, выхода Великобритании из состава ЕС, что в случае выхода у Британии есть возможность взаимодействовать с Европейским Союзом, как это делает Швейцария. Во-первых, в Лиссабонском договоре прописан минимальный двухлетний период расставания какой-либо страны с Европейским Союзом. Ну и во-вторых, существует вот эта вот модель, которая опробирована Швейцарией. Швейцария, как мы знаем, не является страной-членом Европейского Союза. В Швейцарии, если мне не изменяет память, в 1992 году проводился референдум по вопросу взаимодействия или даже, может быть, вступления в ЕС. Но мы знаем, что большинство швейцарских граждан отказались, то есть поддержали другую позицию, что Швейцария не должна входить в состав Европейского Союза. Тем не менее, вот за эти годы, может быть, последний конца 90-х годов и вот эти 2000-е, то есть за последние 20-25 лет Швейцария очень сильно экономически сблизилась с Европейским Союзом. Ну, во-первых, надо сказать о том, что было заключено более 120 экономических, социальных, инфраструктурных соглашений, и по которому сегодня практически экономически Швейцария интегрировалась в единое экономическое пространство. Можно привести еще один пример Норвегии. Да, здесь тоже складывается похожая ситуация, когда страна, не являясь членом ЕС, не введя и не собираясь вводить европейскую валюту евро, тем не менее то же самое подписала соглашение о создании зоны свободной торговли, также подписала соглашение о Шенгене, то есть вошла в шенгенскую зону, и также активно взаимодействует экономически в первую очередь. Поэтому, на мой взгляд, никакой трагедии для Британии в первую очередь, наверное, не произойдет. Больше, на мой взгляд, потеряет, скорее всего, Европейский Союз, потому что он лишится вот такой важной, ну и на самом деле это существенной такой политической поддержки Британии в ЕС. Да, потому что когда существует вот этот триумвират Лондон, Париж, Брюссель, то авторитет, вес и экономическая мощь Европейского Союза на международной арене, конечно же, возрастает. Это, конечно, заставит произвести серьезную реструктуризацию самого Европейского Союза. 2 миллиона британцев трудятся в Европейском Союзе. Но давайте скажем о том, что в самой Британии трудятся уже миллионы мигрантов из стран, ну, в первую очередь, Восточной Европы, членов Евросоюза, и Румыния, и Болгария, и Польша, страны Балтии. То есть вопрос возникает, а как с ними быть? Что произойдет с ними, какие будут последствия? То есть здесь, видимо, будут, на мой взгляд, потери как со стороны Британии, так и со стороны Евросоюза. То есть из этой ситуации, наверное, никто не выйдет победителем.